Обратите внимание, целых 5 человек регулируют выезд из торгового центра. 5 человек, ребята. И теперь наконец-то можно пройти. Это к вопросу о всеобщей занятости и низком уровне безработицы. А теперь прогуляемся по улице. В Японии на многих домах можно увидеть таблички. Ну вот, например, такую, как эта. Вот здесь на доме написано Йошида. По-видимому, владельцем дома является некий господин Йошида. Йошида весьма условно можно перевести как благоприятное поле. Ну, поле с благоприятными условиями, например, для выращивания чего-то. Но в Японии практически, точнее, все имена имеют какой-то смысл. Ну, например, Икиниши — пруд, расположенный на западе. Ямамуро — горная теплица. Ишида — каменное поле и так далее. Вообще интересно, да, там, ну, Ишикава — это, допустим, каменная река. И вот интересно, когда с кем-то знакомишься, всегда понять смысл той или иной фамилии. Но зачастую не так-то просто, не всегда это просто сделать. Потому что бывает так, что написание и традиционное произношение вообще отличаются. Забыл еще моя любимая японская фамилия Нагами, смотрящий вдаль. И, кстати, возникает конфуз, когда спрашивают, вас фотографировать с ногами или без. Когда есть рядом со мной японский мой знакомый, то, естественно, возникает неловкость. Как это без ногами? С ногами, конечно же. У японцев теплые отношения к кошкам. Но мне кажется, даже очень теплые. Настолько теплые, что вот в год крысы они изобразили календарь с котами. Но это, наверное, для того, чтобы в год крысы кошки ловили мышей. Ну, хотя вот, да, примерно так и есть. Вот здесь висят такие, скажем, значки имен, да, ну, там японское имя можно подобрать, чтобы был вот символ. Я спросил, может быть, для моего имени что-нибудь есть, но продавщица сказала, нет, к сожалению, нет. Вот выбирай вот здесь, в английской версии. Но в английской моей версии тоже нет, к сожалению. Так что не судьба купить себе такой талисманчик. Такой велосипед и утепленные перчатки в придачу. Уже не надо забивать голову, замерзнут руки или нет. Если вы увидите вот такой значок Эйдиучу, то означает, что заведение открыто. Хотя во многих местах надписи дублируются. И поэтому не стоит забивать себе голову. И так понятно, что оно работает. У меня недалеко от отеля идет стройка, и поражают две вещи. Во-первых, это идеальнейшая чистота вокруг строительной площадки. А во-вторых, обратите внимание, расстояние между зданием, да, которое строят, и внешним периметром тут вообще полметра всего. Я всегда удивлялся тому, как японцы могут возводить вот высотные здания. Тут строят такое здание большое. Да даже если бы это был вообще супер небоскреб, ничего бы не изменилось. Так вот, как они умудряются в эти ограниченные пространства вписывать такие современные здания? Конечно, японцы в плане городского строительства серьезно поднаторели. Но вот в последнее время я обращаю внимание на то, что очень много такого заплаточного ремонта. И причем не всегда он прям уж самого хорошего качества. Стыки, какие-то перепады, да, там получается ямки такие, волнообразные вообще, волнообразные заплатки. Так что стандарты японского качества в последнее время снижаются. Вот в Японии стараются находить работу пожилым людям, пенсионерам. Вот, допустим, часто можно увидеть, есть какое-то происшествие или вот, допустим, ремонт на дороге.
как минимум 2, 3, а то иногда и 5 человек, в основном пенсионеров, стоят возле вот места, где что-то происходит. Ну, казалось бы, что зачем они здесь нужны? Поставьте знаки, да и все. А нет, они что-то регулируют, смотрят, что-то делают. Ну, таким образом, социальная вовлеченность государства демонстрируется. Вот обратите внимание, какие в Японии светофоры. Загораются такие 2 черточки и идет отсчет. Чем меньше времени остается, тем короче они становятся. Пусть такой теремок, который вы видите сейчас прямо передо мной, не вводит вас в заблуждение. Это не теремок вовсе, это Кобан, полицейский участок японский. Так что это, наверное, тот случай, когда не хочется побывать в японском теремке.